Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардион. Ну что, сегодня давайте попробуем что-нибудь такое интересненькое выкатить. Я думаю, охотников, в принципе, можно было бы выкатить. Или же, в принципе, зверей можно было бы выкатить. На самом деле, я пока в таком небольшом замешательстве о том, что я хочу выкатить, поэтому будем смотреть сейчас. Либо же это будут охотники, либо же... Ну, нежить тут не совсем будет актуально, потому что вдруг чего соберутся шаманы, и, в принципе, такое себе. На орках я не хочу играть, потому что все уже довольно-таки часто видели эту тему, новую мету. Самая больная, на самом деле, мета, это... Ты меня подталкиваешь на то, чтобы я взял пандочку, но я возьму пандочку. Я скипну ради тебя снайпера, ну вот только попробуй, чтобы мне сейчас какая-то панда хорошая не пришла. Вот только попробуй, смотри, я на тебя смотрю, пандочка, и ты мне сейчас даешь еще одну пандочку. Кстати, я снимаю, если что, поздно ночью, поэтому если вы видите мое уставшее лицо, не обессудьте, ребят. На часах 2 часа ночи я только, грубо говоря, освободился, чтобы записать для вас контент. Поэтому лайк с вас за такие старания. Вот. Не знаю, я бы хотел на самом деле попробовать здесь несколько тем. Первое, я бы хотел давно забытую мету попробовать. Не, ну в принципе, можно было бы в двойку акса купить. Я вот Тинкера скипаю, покупаю в двойку акса, и в принципе все шикарно, все прекрасно, мне нравится. Для охотников палочку я беру, вдруг чего. Можно было бы, знаете, в перестройку через эльфов как-то сыграть, тоже было бы прикольно. Короче, я еще не знаю, на чем я буду играть. Можно было бы вообще и на кунг-фу, кстати, здесь сыграть. Тоже неплохо было бы. Тут есть еще и энигма. И, в принципе, можно было бы сделать чернокнижники, боги плюс кунг-фу. Я давно не играл на кунг-фу. Там, в принципе, можно будет там через Киру перестроиться, либо через что-то еще. То есть, в принципе, найти, как сыграть и через что сыграть, мы найдем. Я думаю, с этим проблем вообще не будет. А вот с маной я, по всей видимости, вижу проблемы. И на самом деле... А подожди, мне панда это пришла или я купил эту панду? Но, по-моему, мне эта панда пришла. Понял. Кому-то приходит пандочка уже на втором раунде, а мне приходит пандочка на бол 28. Ну ладно, что ж. Больно-то мне так и хотелось очень сильно, чтобы у меня тоже пришла эта пандочка. Правильно? Правильно. Так вот. Все мы уже вот эту вот мету орков плюс боги через чернокнижников там и так далее, и так далее, и так далее. Все это мы уже пересмотрелись, насмотрелись. Самая бесячая это мета этого патча на самом-то деле. Вот в предыдущем патче, когда ведьмаки были немного другие, ты там думаешь, боже, хоть бы не видеть этих ведьмаков, хоть бы не видеть этих ведьмаков, потому что ведьмаки абсолютно везде. Вот сейчас примерно такая же... Что? Нет, ну я это возьму. Не, я это возьму. Почему нет? Такое я люблю. Такое мне нравится. Давайте 2. Даже 3. На самом деле я бы, наверное, Мирану хотел бы скипнуть. Я бы поменял на какую-нибудь другую. Так. В принципе, тогда это мы скипаем. Давайте подумаем. Смотрите. В принципе, если здесь против меня будут вот этот вот орк, который крутится, то мне придется по-любому делать Марси Керри через синергию Киры, потому что я просто-напросто не смогу ее пробить никак. Поэтому мне по-любому придется делать именно эту синергию через Киру, то есть Марси плюс Кира. Потому что реально самая бесячая синергия сейчас это вот орки плюс крутилка плюс боги. В чем она бесячая, я уже не раз об этом говорил. Это то, что у нее максимально хороший персонаж. Гритер. Хочу ли я Гритера? На самом деле, я не особо хочу Гритера. Потому что ролик у меня уже был по поводу Гритеров. Давайте я на самом деле на всякий случай подготовлю зверей. Я бы, в принципе, хотел бы на зверях катнуть. Я давно не катал на них. И, в принципе, звери довольно-таки неплохая синергия. Если сейчас даже мне Лина в двойку придет, как вот Мирана, то я не откажусь от слова совсем от нее. Почему нет? Пару двоек со старта, которые вот именно так пришли, меня, в принципе, устраивает. Можно, даже нужно, я бы сказал бы. Какие мои действия сейчас? Смотрите, я бы мог просто на кунг-фу катнуть в этом патче. Я давно на кунг-фу не катал. У меня, наверное, на канале ролик с кунг-фу был последний... Я даже не знаю когда, ребят. Кто вот помнит, напишите в комментариях, либо кто-то может сейчас зайти. Просто зайдите сейчас на мой канал.
видео и откройте, когда у меня последний раз был ролик по поводу кунг-фу. Я думаю, он был очень давно. Вот максимально давно он был. И что я этим хочу сказать? На самом-то деле, можно было бы одну еще интересную мету попробовать. Ну как мета? Не совсем это и мета, но в принципе довольно тоже интересно. Короче, это 6 убийств через ведьмаков, через 10 уровень. Естественно, синергия будет, ну точнее, керри будет, скорее всего, так как темпларки здесь нет, скорее всего, это будет рыжий лис, либо же мартретка. То есть, один из двух будет керри. И, в принципе, это было бы реально прикольно. Но это сложно реализуемо, в принципе. Но если мне со старта придет кунг-фу, то это будет как два пальца об асфальт. Хотя минусы тоже тут есть огромные. Короче, не буду загадывать, просто вот что сейчас идет, то я буду покупать. И главное выйти в 50 монет, уже заранее подготовиться то, что я буду собирать. И в принципе все. То, что мне сейчас этот хитрец пришел со старта, это, конечно, круто, но, как мы знаем, это не супер имба. Не, ну имба, но не в этом патче. Тут как бы есть вот эта крутилочка, которая просто на одном месте вертела, как бы, как это правильно сказать, и не грубо, ну, весь магический урон. Вот реально, они на одном месте вертели этот магический урон. Ну, попробуем, посмотрим. Тут вроде бы как нежить хочет собраться. И, по сути, если будет собираться нежить, то мне только кунг-фу плюс шамана. Но шаманы не играют без ЦМки, и будет очень трудно мне играть без ЦМки. Есть как бы одна халявная монетка, но юзать я ее не хочу. На самом деле, если бы была возможность, я бы сейчас выставил full пант, либо же full кунг-фу. Лучше бы, конечно, full кунг-фу. Но у меня, в принципе, сейчас неплохой стол. Не скажу, что он идеальный, есть намного лучше стол. Как минимум. Ну, попробуем, посмотрим. Кстати, пиво накинулось, видели? Тинкер умер. Чисто ваншот прилетел ему от того, что пиво налил. Так. 2 миранки мне пришло. Не, ну блин, ну в принципе, если здесь не будет гритеров, я бы хотел сыграть на охотников. То есть я собираю охотников, я делаю через них синергию ведьмаков и играю на охотников. В чем плюсы охотников таких? Так это в том, что... Давайте так, от 10 раунда я все-таки буду отталкиваться. И 10 раунд порешает, что же все-таки у меня будет сегодня за роль. Либо же я играю на кунг-фу плюс чернокнижники плюс сильные реакиры через керри Марси. Либо же... Просто понимаете, вот кунг-фу это, конечно, круто. Да, это прям, ну, очень сильно. Вообще без... Ну, я думаю, все понимают, насколько кунг-фу сильное, насколько оно сейчас метовое. Но против меня, если будет крутилочка, то, извините, крутилочку эту я не смогу дамажить хитрецом. И, соответственно, урон немножко Марси тоже будет резаться. И там будет очень сильно зависеть от того, какие все-таки у меня будут фигуры на столе. Так, Лину продадим. Мне нужно уже как минимум иметь... Я бы мог сейчас волшебников выставить, но я не уверен, что я мобов затащу. Вот прям кровь из носа, не уверен, что я мобов реально могу затащить. Поэтому я не буду спешить сейчас с этим вопросом. Тут хорошие панды чуваку пришли. У меня тоже неплохие. В принципе, у меня их тоже 2. Просто full пан тоже не хочется ставить. Но, в принципе, и хотелось бы на шаманах сыграть. И короче. Но тут нежить собирается, понимаете? И против нежити мне по-любому нужны были бы шаманы, либо же чернокнижники. Потому что если не упадет пару хороших предметов мне на кунг-фу, то я не смогу пережить нежить. Потому что они будут спамить, 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 спамить. Их будет 1 000 000 человек. И что мне делать потом? А если я буду играть через охотников, то в принципе меня вообще это не колышет. Я буду на охотниках чувствовать себя прелестно, прекрасно, замечательно. Если падает громная брошка, она не упала, я скипаю. О, кстати, вот этот вот предмет, который сейчас упал, идеально подходит под кунг-фу. Но давайте еще немножечко подумаем. Тут, в принципе, есть МК. Я бы хотел МК закерить. И сыграть через кунг-фу. У меня есть 2 мираны в двоечку. Через кунг-фу, в принципе, можно было бы сыграть. То есть собираем кунг-фу, чернокнижников и играем хорошо. Тут у меня есть острые наручи, но нету Марси еще. То есть проблемы у меня могут очень хорошие быть. И кунг-фу очень сильно зависит от 2 предметов. Это радик, алое сердце, острый наруч, то есть и еще от хил. В принципе, если соберу чернокнижников, от хил будет.
Ладно, пока просто вот собираем то, что дают. То, что дают, то и собираем. И все. Я бы на самом деле 2 пивных панды продал, купил бы немножко уровня, вышел бы в 6, выставил бы потом full панд. Мало ли мне эта панда в тройку придет ранее. Хотя на самом деле, то, что она придет ранее в тройку, это конечно, ну, такое как-то. Не особо я верю в импакт этой панды. Не знаю, как по мне, она почти самая бесполезная. Почти. Вот прям, вот столечко. Либо же в алхимика перестроиться. Блин, на самом деле даже в алхимика будет круто перестроиться. Хотя кунг-фу, самая имбалансная синергия сейчас на данный момент. Но вот бои орки она задолбала тем, что, ну, очень много людей на ней играет, раз. Очень много плюсов у нее, два. И в-третьих, самый огромный плюс. Сильные герои. Очень самодостаточные и очень сильные. И в этом огромная проблема этой синергии. Из-за того, что она очень сильная и самодостаточная, с ней огромные проблемы. Вот прям огромнейшие. На самом деле я бы мог просто зверей поставить. Вообще не париться. Вот серьезно. Собрать сейчас просто зверей. Покайфовать от игры. И не париться на счет того, что что-то там произойдет. Звери здесь есть, МК закерить и просто палкой всех бить по гробу. Как вариант. Ну давайте так, пока мне кунг-фу приходит, я пока на кунг-фу поиграю. А там я уже, если что, перестроюсь в зверей. В принципе, соберу зверей, придет МК. Там я смогу сделать 4 кунг-фу. И, в принципе, чувствовать себя замечательно. Замечательно от слова о-хо-хо-хо. Поэтому давайте сейчас попробуем. Мне просто кунг-фу нравится тем, что оно уничтожает предметами. Вот у меня есть даже острые наручи под кунг-фу. Ну ты мне прям тоненько намекаешь о том, что... Ну, кунг-фу, да? Тоненько прям так намекаешь, что это будет кунг-фу. А чё мне тогда не пришла еще до сих пор Марси? Вот если ты тоненько намекаешь мне на том, что сейчас играть на кунг-фу надо, почему мне не пришла до сих пор Марси? Давай ты мне честно скажешь. Вот ты сейчас хочешь, чтобы я сыграл на кунг-фу, но Марси ты мне не дашь, да? На самом деле, вот сейчас собирается нежить меня просто порвет на запчасти. У меня нет фулового кунг-фу, у меня не очень сильная синергия, потому что нет никакого отхила. Да, есть острые наручи, но извините меня, против нежити у меня будет у панды 300 хп, и что я буду с этими 300 хп делать? Посмотрю, почешу бороду и пока. Ладно, я тебя услышал. Все, ни слова больше. Ни слова больше. Теперь только дай мне Марси сверху. И игра будет вообще шикарная и на 210%. Кунг-фу так кунг-фу. Все, я понял тебя. Кунг-фу так кунг-фу. Реализуем кунг-фу на 200%. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно следующее. Либо же собрать гоблинов. Я просто еще не совсем понимаю, кто здесь что собирает. Я вижу мертвеца. Против него идеально зайдет. Это синергия не чернокнижников, если что, вдруг кто так подумал. Против них зайдет идеально шаманы. Шаманы просто в нулину контрят нежить. В нулину. Чуть не заговорился немножко и хотел сказать одно, сказал третье. Ну ладно. Чернокнижника контрит в нулину. Но если мне приходит Радик, в принципе, и Алое Сердце, то, в принципе, на кунг-фу можно играть вообще с закрытыми глазами. Минус тут гоблина что собирается. И он, я так понимаю, хочет прям на гоблинах играть. В принципе, я не... Ну все. Это как бы, извините меня, это решающий момент был в этой каточке. На чем я буду играть? Вау! Шар бездны даже есть. Хочу ли я шар бездны? А почему нет? Там вроде бумаг как собирается, поэтому шар бездны мы берем. Минус армор мы скипаем. По-любому скипаем. Вот это вот все скипаем. Мана плюс 50 пойдет. Теперь мне нужен Марс вместо одной Мираны поставить. На самом деле, если Мирану соберется в тройку, я вообще буду просто рад. Почему нет? Хотя на самом деле она такая бесполезная. Я вот сейчас понимаю, вот просто насколько же она будет сейчас бесполезна для меня. Она реально мне не нужна будет. Вот если так логически подумать, она мне не нужна. Вот это вот Мирана.
Но просто если она в тройку соберется, извините, она может застанить на 10 секунд. Вы просто вдумайтесь, на 10 секунд стана. Либо же рыцарей сверху собрать. В принципе, против нежити рыцари будут неплохие. Против зверей тоже рыцари будут неплохие. Но мне кажется, чернокнижники намного больше дадут мне импакта. Ладно, Миранку я пока продам. Она, конечно, хороша. Ладно, вот так вот сделаю еще. Чуть-чуть от хила добавлю. 10%, ну, против... вот просто посмотрите, у меня хитрец был в двойку, 750 хп у хитреца осталось. Это же слезы. Хотя хитрецу, наверное, вообще все равно. Он просто летает по всем... А, ваншот? Мне только же на мгновение показалось, что ваншот прилетел. Я думаю, такой, боже. Кто мне за язык тянул? Так, Омник приходит. Хорошо. Хорошо. В принципе, берем максимально быстрый уровень. Вот гоблин для меня это проблема. У меня нету никакого... Ну, если бы у меня был взгляд Азеса, я бы не переживал так сильно. Но из-за того, что у меня нет взгляда Азеса, то... На самом деле ситуация так себе будет. Но у меня, в принципе, хитрец в двойку, я могу уже пант разобрать. Вот реально, могу пант разобрать, и вообще проблем никаких у меня с этим не будет. Помню в двойку-то. Не знаю, можно было бы реально попробовать рыцарей собрать. Рыцари законтрят зверей. Ну, плюс отхил еще будет 250 единиц. Намного больше, чем мне бы дал тот же самый мне чернокнижники. Хотя тут синергия богов бы могла сыграть. Кстати, Винстрик сбил. Сюда. Обожаю, когда сбиваю винстрики. Это просто лучшее чувство, которое только может быть. Сбить чуваку винстрик. Я думаю, он там просто в конвульсиях сейчас бьется, а потом говорит, как так произошло? Ну как? Ну. А вот так. Взял и сбил. И все. И проблем нема. На самом деле я... Ну вот, если объективно говорить, я настолько давно собирал эту синергию кунг-фу, что я даже сам себе сейчас не верю о том, что вот у меня так происходит ее собрать. Вот сам себе не верю. У меня 9 уровень. Я минимально... Вот чем обалденна эта синергия, если вам ранее кунг-фу пришло. Я сейчас вот детально разберу это после этого раунда. И объясню, чем она обалденная и чем ее огромные плюсы. Смотрите. Ну, раунд уже, в принципе, закончится, можно рассказать. Плюсы. Вы не тратите деньги на экономику. То есть, посмотрите, у меня сейчас будет 20 раунд, у меня 9 уровень, 15 опыта. Круто? Я считаю, это шикарно. Второй момент. Если же вам пришла вот эта вот панда в двойку со старта, считайте, вы выиграли джекпот. Почему? Объясняю. Эта панда, она нереально имбалансная. Особенно, когда начинает летать просто по карте, ну, как бы, короче, просто начинает летать по карте. Она эвейдит триллион тысяч скиллов. Да, ее может законтрить Doom, но извините меня, если она будет вот так вот летать в это время, то Doom не законтрит ее. Не знаю, как это работает, но просто реально не законтрит. Не сможет. Почему? Чтоб я так знал. Это первый момент. Второй момент. Вы реально не тратитесь на инкам. Это огромный плюс. Вы 10 уровень можете получить очень-очень рано. Вот очень рано. Охотники пришли. Вот, я еще сейчас бусы возьму. И чё? И что против меня делать будут? Вот серьезно. Я вот сейчас вот так вот беру. Ролю вот этот ману плюс 50. Если мне попадается колечко. Где оно? Вот. Все. Все. Сейчас увидите, что будет происходить. Я просто буду летать по карте, выносить половину. Ну, не половину, я думаю, даже всех буду выносить. Абсолютно каждого. Вот огромные плюсы кунг-фу. Обалденный винстрик. Вы убиваете предметами. То есть, в действительности, если вам падают острые наручи, да, падают даже вот это вот бусы, вы просто уничтожаете предметами. Влейте, если вам падает радик, либо алое сердце, то все. Просто забудьте. Эта синергия будет выносить все и вся.
Какая бы синергия против вас не была, ну, единственное, наверное, это синергия Киры. Да, она может вас просто разорвать, тот же самый алхимик. Но у вас есть Марси, которая, извините меня, может просто взять и кулаками... Ну вот, кстати, видели? Сейчас кунг-фу мое не сработало. Меня сейчас нежить вынесла. Вот вам и рандом. Просто блинк не успел сработать, и меня вынесла нежить. Круто, да? Ну вот тот минус, о чем я вам говорил. Поэтому сейчас мы что? Правильно. Быстренько берем 10-й. Вот после этого раунда. Выставляем, наверное, синергию. Давайте подумаем, что ж мне такое вызвать. На самом деле я хочу синергию Киры через Марси. Это будет просто песня. Панда мне уже не нужна, поэтому меняем расстановку. Первое. Почему меняем расстановку? Так это из-за того, что вы видели сами. Мне только что панда простояла 1000 лет в стане из-за того, что ей стан прилетел от нежити. От кого он прилетел, я даже хочу посмотреть. Либо это от навыка Винги, либо же это... Не, ну от навыка Винги, значит. Короче, это от навыка Винги. И на самом-то деле, вот если без рофла сейчас судить, то, чтобы выносить такую нежить, мне понадобится алое сердце, либо же радианс. Лучше, конечно, радианс. И плюс маска 5-го тира. Все, нежить мне ничего не сделает. Хотя вот смотрите, мне... О, ну, кто бы сомневался. Не, на самом деле у меня было небольшое сомнение, то, что меня сейчас вынесут. Но оно было настолько мизерное, что просто не передать словами. Плюс я сейчас закирить могу другого персонажа, и вообще мне все равно будет. Как-то так. Как-то так. Могу фуловых богов даже поставить и не чувствовать никого здесь. Но я этого делать не буду, естественно. Мне нужен алхимик, по-любому. Вот это мы убираем. Мне нужен по-любому алхимик. Он мне нужен чисто из-за того, что я хочу синергию Киры на будущее сделать. Я даже сейчас яйцо, наверное, юзну в Марсе. Хотя, на самом деле я не буду яйцо юзать. Оно мне еще пригодится. Вот просто посмотрите, у меня есть бусы на анхил, у меня есть синергия чернокнижников и острый наручик. Все. Там где даже что-то китаец написал. Мне аж интересно, что. Давайте посмотрим. Так сложно достать алхимик. Ну, ты захотел играть на алхимике, поэтому получай. Я вот играю на Марсе. Мне норм. На самом деле это немножко абсурдно. 4 чернокнижника, почему я делаю не 6, а 4? Смотрите, при 4 чернокнижниках дается 25% от хила как с базовой атаки, так и 25% от хила с навыка. Плюс у меня есть бусы. Как бы бусы тоже дают 25% от хила, хотя на самом деле здесь ошибка в описании. И как видите, оно шикарное, до сих пор не пофиксили. Наверное, разработчики очень заняты решением этой проблемы и не могут ее решить очень вовремя. Поэтому они немножко задерживаются с решением этой проблемы. И в дальнейшем, я надеюсь, они нас порадуют. Цель такова. Собираем Марси. Я когда-то, наверное, вот знаете, я, короче, сейчас момент вспомнил, извиняюсь, что перебьюсь так немножко. Когда-то давным-давно я первый раз попробовал на кунг-фу сыграть через чернокнижников. И там... Обалдеть. И там я решил попробовать сыграть на чернокнижниках. Первый раз. И играл я следующим образом. Я собирал кунг-фу и кирил Марси через максимально жирный билд. В прошлом патче, когда вы собирали 6 чернокнижников, вы за каждую тычку отнимали процентажное здоровье у каждой фигуры. А что нужно было Марси? Она убивает предметами, она убивает стычки, то есть у нее есть некий шанс, что она сейчас уменьшит здоровье противника. Вот смотрите. Сейчас как начнет бить. Оп, видели? Просто с 2 тычек взяла и шотнула персонажа. Ни один, ну реально, ни одна фигура такого сделать не может. Ни одна. Ни одна синергия такого не может сделать. Единственное, наверное, кто в действительности так может, это... Единственное, наверное, кто так в действительности может сделать, это синергия убийц. И то убийцам нужно добежать. Каким-то образом добежать, допрыгнуть. Да неважно, что-либо угодно сделать, лишь бы просто к вам дойти. Понимаете? Вот сейчас у чувака 9 мертвецов. Для меня это плохая новость. Я бы сказал, даже ужасная новость. Потому что я пока радик не хочу искать. Мне предметы на ману нужны.
Против меня здесь нежить, это, наверное, самая огромная проблема. И, скорее всего, против нее я буду делать следующее. Мне понадобится либо же Кира, как я сказал раньше, через Кири Марси. Ну, как я и хотел, в принципе, это сделать. Либо же мне понадобится следующее. Рыцари. Скорее всего, одна из двух. Либо же я просто перестроюсь в шаманов и вынесу его. Как бы, ну, что ходить вокруг да около, правильно? Есть еще такой человек, как Манки Кинг, который может просто взять и развалить лицо. Ну, это уже третий вопрос. По поводу, кстати, вот этого предмета, я уже говорил не раз на стриме, я говорил уже не в одном своем ролике. Ребят, если у вас есть манозависимые персонажи, и керри в особенности, берите этот предмет. Этот предмет наносит в радиусе урон 100 магического, но и тем самым восполняет вам здоровье. И это главный момент этой тонкости. Восполняет здоровье. Ребят, это топчик. Это реальный топчик. Кстати, при такой синергии вы можете спокойно брать 12 уровень, выставлять фулл людей, брать 12 уровень. Вообще не парясь. Ну, мне, кстати, неплохо так приходят шаманы. Ну... Ладно, давайте так. Я пока поиграю на такой сборке. И, возможно, я все-таки перестроюсь в шаманов, но это чуть позже. Либо же сделаю реально Киру. Не, ладно, давайте попробуем все-таки Киру Марси. Я думаю, это будет очень круто. Сейчас посмотрим пару раз, когда ко мне придет нежить. Ну, кстати, видите, Дум пришел. Против Дума мне по-любому нужен доспех экзорцизма. Иначе я ничего сделать не смогу. Он просто мне на лицо накинет экзорцизм и все. И, кстати, кунг-фу это та синергия, которая пробивает сквозь крест. Это вообще нечто. Это next level. Просто next level. Ну, кстати, я могу вдруг чего перестроиться. Опа. Опа. Я могу вдруг чего перестроиться в синергию. Жрецов. Раз. И в алхимика керри 2. То есть, по сути, у меня несколько билдов есть. Поэтому давайте я подготовлю билд Киры такой небольшой. Так, этот предмет бесполезный, он мне не нужен, этот я возьму. Так, кстати, давайте сейчас еще некоторые предметы сейчас скипнем. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. И, наверное, два вот этих вот предмета я хотел скипнуть и отдать все-таки зимние объятия другому персонажу. Вот давайте, кстати, сейчас по нежити посмотрим. Ой-ой-ой, как тяжело придет с нежитью. У меня просто мало хп у хитреца, и из-за этого огромные проблемы. Плюс он постоянно воскрешает своих кюбзиков, там еще керри, тракса. Не, ну у меня проблема, да. Да, надо по-любому либо шаманов делать, либо же Киру. Подготовим Киру на всякий случай. Я просто в Киру очень верю, понимаете? Давайте МК все-таки поставим. Я думаю, керри МК решит многие вопросы мои. Множество моих вопросов. Я все-таки скипну парочку предметов. Наверное, вот эти два предмета я тоже скипну. Криты, дикая броня. Кстати, дикая броня хорошо поможет мне против нежити. Хотя и отражение поможет. Я, наверное, возьму криты. Блин, надо было поставить немножко ближе. Что-то я протупил немного. Ну как немного? Я сильно протупил сейчас. Куда ты? Жалко, не ради, конечно, упал. Но я так понимаю, раз на раз не приходится, и поэтому я сейчас... Вот когда ты играешь на синергии кунг-фу, у тебя есть момент, что ты можешь просто шотнуть половину персонажа противника. Я могу, кстати, фулл чернокнижников сделать сейчас. Тоже как вариант. У меня еще Марси тут собирается. Но сейчас надо посмотреть, что мне придет. Я немножко вот перестроился, но забыл самое главное. Я вот реально забыл самое главное. Это передать предметы. Вот у меня такое бывает иногда, то что я просто забываю иногда передать предметы, и это огромная ошибка. Очень плохо то, что там
Короче, проблема у меня. Надо, чтобы сейчас синергия Киры упала, и проблемы пропадут. Я просто вместо панды поставлю сейчас Марси, либо же закерю МК и буду чувствовать себя замечательно. Вот что-то одно из двух. На самом деле я бы хотел закерить МК. Давай, синергия Киры сейчас упади, и проблемы решатся. Сами собой. Ладно. Я попробую закерить Марси все-таки. В нее я как-то больше верю. Единственное, что я отдам тебе палку, отдам тебе шар бездны и отдам вот эту вот вещь. И попробуем. Не получится, ну, придется перестраиваться в другой билд. Только надо подумать, в какой. На самом деле, мне очень сильно идут шаманы. Я бы в шамана просто перестроился и чувствовал бы себя замечательно. Либо же в Киру. Тролля возьмем. Сейчас посмотрим от пары раундов. Видели с Battle Fury только что массовая тычка прокнула, и у половины персонажей просто скипнулось хп. Это самый лютый кринж. Да. Единственный плюс против мертвеца. У него нет хп. Ну, кстати, да, синергия богов мне не нужна особо. Я бы мог в действительности сейчас скипнуть так, поставить так. 4 кунг-фу пока поставить. В принципе, не особо сейчас это влияет. И на самом деле очень даже и влияет. Ну, вместо алхимика... Ой, забыл. О, вот это МК только что палкой зарядил. Это было жестко. Это было жестко. На самом деле я могу поставить фуловое кунг-фу, при этом не скипая всех троллей и тому подобное. То есть у меня нету только автохекса. Да? Ну да, получается. У меня нет только автохекса. Не знаю, давайте попробуем сейчас так как-то расстановочку сделать. Так, скилл резака, понял, сюда. В принципе, все. В принципе, я смогу поставить 6 троллей. Киру я уже не ставлю, потому что я, наверное, не успею ее сделать. Хотя, если бы я ее успел, было бы прикольно. Просто синергия Киры как с куста. Круто. Ну, наверное, не успею. Вот опять нежить пришла. Такса там. Ой, стан прилетел. Боже, видели только что этот мем? Просто стан на лицо прилетел. Обалдеть. А чё, а где мой... А, подожди, так я могу... А, о, все, 6 троллей есть. Окей, давай так попробуем сейчас. Я думаю, так будет поприятнее. Мне только что в МК прилетел стан, и это было не очень. Кстати, я, наверное, броню тебе отдам. Хотя, может, острый наручи тоже тебе отдать. Давай... Хотя, подожди. Могу так сделать, а себе броню забрать. Правильно ж? Я думаю, правильно. Сейчас МК будет разгоняться очень сильно. При этом нанося кучу урона. Давайте сейчас попробуем. Я хочу все-таки синергию Киры поставить против нежити. Я думаю, это будет очень сильно. При том, что у него будет минимум персонажей.
Но кираса, конечно, мне очень нужна. Чё так больно? Алло, вы чё, обалдели там? Я так понимаю, мне надо сейчас алхимика вывозить, да? Ну, похоже на то, что мне придется сейчас алхимика вывести. Вывести на сцену алхимика. Только сейчас бы синергия Киры пришла, было бы вообще замечательно. Не, ну если МК придет, я просто меняю местами немножко, ставлю синергии Киры и все. МК будет разваливать все и вся. И масочку плюс 50 на отхил. Но это будет смешно, если у меня сейчас вынесет на нежити. Мне надо что-то делать. И быстро. Решать эту проблему. Палка МК. Окей. Ну, Кира. Да зачем вы мне нужны? Ну, ты издеваешься надо мной. Кира. Не успел чуть-чуть сделать как надо. Откисну, походу. Или нет? Я Нигму из-за этого сролил. Так. Вот это вот бесполезное скипаем. Молнии возьмем. Не могу переролить. Боже! Не знаю, зачем я Хускара собрал. Ну ладно. Нервничаю. Плохо. Сосредоточиться не могу, нервничаю. Надо было раньше. Ошибка. Собрал бы я такого алхимика раньше, было бы намного лучше. Но я хотел синергию Кира попробовать с кунг-фу, но не получилось. Ну ладно. Обидно. Была бы синергия, наверное, у меня... Ну, точнее, не синергия, а был бы предмет бессмертия, было бы намного лучше. Но ошибка лютая, ошибка лютая. Просто ошибка лютая. Надо было раньше собирать алхимика и просто не пытаться что-то новое изобрести. Зачем пытаться изобрести велосипед с шансом на то, что тебе не выпадет предмет синергии Киры? Собрал бы я сейчас, вот серьезно, собрал бы я сейчас синергию Кира немного раньше, через алхимика с такими предметами. Вот только вместо молнии мне бы упало бессмертие, было бы намного лучше. И так же самое касается это того, что если бы мне упала Кираса. Тоже неплохо было. Но на самом деле лучше предмет бессмертия, потому что с бессмертием он бы просто вынес здесь все и вся. Хотя если бы у меня прилетел стан от призрачного дитя, было бы неплохо. Но, как говорится, нежить стреляет раз в год. Собирал бы я сейчас шаманов, нежить бы сделала бы ровным счетом ничего. Но, в принципе, это было прикольно, и я постарался что-то сделать необычное. Вот серьезно постарался что-то сделать необычное. Ошибки, конечно, есть, я их признаю. И лучше бы реально я бы собрал алхимика намного раньше. И нежели бы меня не вынесло. Бывает и такое. Да, бывает и такое. Как-то так.
Всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также у меня есть телеграм-канал, он закреплен в комментариях, там я пишу по поводу обновления игры, и у нас там есть чат комьюнити. Плюс веду небольшой свой личный блог и пишу о стримах. Всем спасибо за просмотр еще раз и удачи.